Салам алейкум. Алейкум ассалам. Исән мисез? Sizden Халь-Халянишек. Вот, приехал к вам. Сказали, что вы очень интересный человек, что с вами познакомиться надо. Давайте будем знакомы. Меня зовут Сталик Хамкишиев. Меня зовут Ренат, я историк, сотрудник Болгарского музея-заповедника. Сотрудник музея? Заповедника? Да. А отчество как тогда? Надо по отчеству говорить? Просто Ренат. Ну, можно сказать, Ренат Зиннатулла. Сын Зинната. Сын Зинната. Это очень приятно. Ну, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь как историк в этом заповеднике? Я изучаю историю Волжской Болгарии, города Болгар. Причем здесь Сом? Но я недавно откопал рецепт одного арабского путешественника, который побывал в Волжской Болгарии. Ага. Звали его Абу Хамид Аль-Гарнати. Ну, наш парень, да? Из Гранады, да. Мусульманский кадий. Вот он побывал здесь, и его накормили вот таким самом. И вот... Подожди, я слышал, что татары сейчас рыбу едят, а раньше не очень-то ели рыбу. А вот если верить Аль-Гарнати, то он наоборот пишет, что ели много, часто, и здесь были очень много рыбы было. И рыба была одним из экспортных товаров, рыбий клей. Ну давай займемся этим самым. Что будем делать с ним? Мы будем делать фаршированного сома по рецепту, который описывает Аль-Гарнати. Но его сперва надо обработать. Его надо сперва обработать. В смысле? Вот и есть такой... Вы что, сом поймали, распотрошили, жабры убрали, ставь в печку, да и пеки? Нет, надо его еще немножко почистить. Мы его сейчас будем чистить. Что чистить? У сома чешуи нет. Кому ты рассказываешь, Ренат? Мы будем убирать лишний неприятный запах и вкус, который бывает у сома. Ну, он же, в общем-то, в тине в иле прячется. В иле, да. Там вот есть отложения, которые, портят немножечко вкус и запах мяса. Так. Для этого мы возьмем сома, он уже распотрошенный. Так. И начнем натирать снаружи, и снутри. Потом еще солью. Ага. Так. И соль вытащит из него весь этот запах. Весь запах, слизь. Все то, что нам не надо. Слушай, сом-то красавец. Килограмм на 5, наверное. Да, хотя Аль-Гарнати пишет, что здесь были рыбы, которые требовали усилия сильного мужчины, чтобы принести. А были рыбы, которые здесь водились, и требовалось усилие самого сильного верблюда, чтобы его отвезти. Ничего себе, это килограмм 300 рыбы была, значит. Судя по тому, что здесь ловили, белугу, калугу, то здесь доходило и до тонны. Это описывается какие года? Это 12 век. Он здесь побывал 1135-1136 года. То есть в то время 2 года он здесь жил. Город Болгар был, в общем-то, частью культуры и частью пространства общего такого мусульманского. Да. Раз арабы здесь гуляли, как у себя дома. Совершенно верно. Здесь же уже в начале X века ислам был провозглашен как государственная религия. Здесь был исламский университет. Вот здесь, в Болгарии? В Волжской Болгарии, в городе Беляре. Не в городе Болгар здесь, а в городе Беляре. Ага. Вот он там как раз был. Вот пока у нас... Куда все делось? Политика, правильная политика, завоевание Волжской Болгарии, войны. Ведь волжские болгары при всем могуществе их цивилизации, входя в огромный исламский мир, они были мирными людьми по большей части. Они любили не воевать, а торговать. Или вкусно покушать, например. О, вкусно покушать, это наше все. Это наше все. Здесь мы только подсолим. Мы немножечко возьмем сейчас водички. Так. И еще раз обработаем. Вот, я слышал о том, что здесь на Волге жили народ, который назывался болгары. Есть между этими названиями и современной Болгарией какая-то связь? Конечно, есть. Конечно, есть. Подробненько. Это две ветви одного корня же.
То есть И- эти болгары, они по сути дела тюрки? По сути дела, они ославянизированные тюрки. То есть они перешли на славянский Да, язык? они как бы стали растворяться среди них. Там их было численное превосходство славян. Да. И стали ассимилировать. Но болгары в плане военного дела, в плане искусства, ремесла, торговли, они были, скажем так, превалирующими. И поэтому ставили это имя своим болгарам. Но у многих болгар этнические корни тоже тюркские прослеживаются. А первое, собственно, болгарское государство было не в Болгарии, не на Волге, а в Северном Причерноморье, Предкавказье, Крым, Таманский полуостров. Именно там было первое, собственно, болгарское государство. Оттуда пришли сюда, а потом пошли в Болгарию? Да. Охота им было гулять туда-сюда? Они под ударами хазарского каганата. Они распались. После смерти второго и последнего правителя Великой Болгарии болгары делятся на... Ну-ка. Вот оно. Вот оно что. Вот оно что. Клади его на бок, вот так вот проскоблил, и все. И чешуи. Смотри, что выходит. Вот тебе и чешуя. Как мазут выходит. Ничего себе, ты смотри. Сейчас он у нас будет красивый. Вот это все запах и есть. Это вся грязь, которая въелась, илистая грязь, это похоже в него. Ну, конечно, вместе с этим кушать будет невкусно, если будешь вместе с этим кушать. Молодец. Может быть, из-за этого я и не любил самов. Так. Обычно. Ну, у меня любимая рыба – это готовая рыба. Вкусно приготовленная. Красавчик, молодец. Ну вот, мы его сейчас дадим ему еще немножко полежать. С солью, да? Да, с солью. И потом я его отнесу, помою под краном, под проточной водой. Угу. Ну, правильно, начисто-то надо уже. Да, чтобы он был чистенький, хорошенький. Да, а перед этим, прежде чем мы возьмем сама, мы с вами должны будем отварить рис. Ну, надо казан, наверное, принести, очаг какой-то надо сделать. Нет, ну зачем? У нас печь есть. Так. В печи приготовим. Как ты в печи приготовишь рис? Ну-ка, расскажи мне. Вот, сейчас мы сама отправим немножечко. И вот в этом чугунке мы приготовим рис. И потом они встретятся друг с другом. И подружатся. Я надеюсь. Каждая ведь готовка, она тоже, вроде бы ты все знаешь, а вроде как лотерея. Какое настроение? Ну, какое настроение? Настроение самое радужное. Самое радужное. Ну, сейчас вот я пойду помою. Самая любимая приправа у татар – это перец. Да ладно. Да. Я сколько ем татарскую кухню, Она не острая, в меру. Перец в меру. Но чтобы суп покушать, и не было черного перца, черного-красного перца внутри Да. супа. Да. Не суп. Мясо, перца нет, не мясо. В рис будем класть перец или нет? Перец Давай. нет, туда не будем класть, потому Что что... за рис взял? Какой рис выбрал? Я рис взял бурый, азиатский. Азиатский бурый рис. замочил И его, немножко замочил, да. Да. Надо было. А печка-то протоплена у нас? Конечно, протоплено. Как же, ее же надо подготовить. Ну давай, я хотел посмотреть. Помочь? Давай, Да, подержи вот так если вот. можно. И мы вот так вот сейчас отправим наш рис туда. Уже в 12 веке татары, волжские болгары, предки современных татар, они ели рис. Многие народы, особенно Западная Европа, с рисом, познакомились гораздо позже. Ну если рис, даже по-русски называли рис, говорили сарацинское зерно. Сарацины это арабы. Видимо, Совершенно. арабы привозили сюда этот рис. Сейчас ДГ называется, по-татарски ДГ. Ага. А по-болгарски в древние времена назывался Акбыдай. Акбудай. Белое пшено. Белая пшеница. Белая пшеница. Да. Сколько воды лить? Наливать надо вот где-то максимально 2 сантиметра, 1,5 сантиметра. Выше. Да, выше. Давай соль сразу. Соль. Вот только мы ту не возьмем. Возьмем вот эту соль. Почти. Кто сказал,
что вода не имеет вкуса, цвета и запаха. Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года. И ее вот так вот. Я думаю, что можно еще одну щепоточку. Ну, все Если- по 3. Если говорить про рис, то самое лучшее украшение любого риса – это а у тебя уже в руках. Это масло. Это Рис масло. должен быть сочным. Рис должен быть сочным. Промасленное. мы должны Промасленным. сказать, А татары любили именно сливочное масло. да. Давай. Ну как любили? Что было, то и любили. Да, вот Ахмед ибн Фадлан, Ага. секретарь багдадского посольства, при посредничестве которого был принят, провозглашен ислам здесь как государственная религия, пишет: у них нет масла сезама, и нету других Кунжутного масел. масла имелось в виду, да? Да, кунжутного масла нету, и других масел у них нету, а едят они только... А вот так вот подержи, вот так вот. Ага. Сделаем фотографию для книги. Мы же не просто так все это готовим. Мы готовим к выпуску новую замечательную книгу о татарской кухне. И я вот этот вот рецепт хочу поставить в данную книгу. Разумеется, уголь разворошить, может быть, немножечко. Там. Уголь не просто разворошить, мы его чуть-чуть в стороночку. Да. Чуть-чуть А в то сторонку, пригорит. чтобы у нас... Чтобы наш Лунку рис- такую надо сделать для горшка. Я люблю готовить печи. У меня дома 2 печки. Счастливый человек. А у меня в квартире только духовка. И вот А у готовить... нас в квартире газ, а у вас? Да. Погоди, не ставь, погоди. Даже чуть-чуть. Вот так вот. Нет, на меня глянем. Никогда не думал, что сфотографируюсь с ухватом. Обычно с ухватом Бабы бывают. женщины ассоциируют. Ничего. А какая разница? Ну что, вот так оказались бы где-нибудь без женщины. Что, голодные, что ли, сидели бы? Готовили бы, ели бы. Вот готовить в печи – это уже период, когда волжские болгары оседают, занимаются земледелием. А изначально А изначально они были кочевники-скотоводы. И готовили они на огне. В казане на огне. В печи это уже когда переселяются сюда и появляются печи тандырного типа. Так. Вот хайло все время открыто не должно быть. Вот это называется хайло. Да, говорит, прикрой свое хайло. Да, только это хайло имеется в виду, это печь. Помыл? Помыл, вот он наш сом. Ну, молодец, смотри, совсем другое дело. Теперь понятно, почему его называли белая рыба. Совершенно верно, белая рыба. А Так, то был-то как мазут. ну в какой живешь в воде, такой и будешь. Так, а мы сейчас достанем. Как там рис, интересно? Что думаешь, уже сварился? Я думаю, сварился. Сейчас он пусть настоится и остальную влагу сам выпьет отдельно. А то может подгореть, не дай бог. Ну да, когда если сухой останется, когда он впитает в себя Да, всю да. воду, он останется сухой, он может и подгореть. Ну вон уже маленько начал даже. Вот. Вот даже Ну начал. пока не, ну что ты грешишь? Красиво все, все хорошо. Ну-ка, ну-ка, разреши мне вот эту ложку, Да, которая да, из-под как- масла. Как раз с маслом. Слушай, это рис перловкой пахнет. Это кажется, потому что в печи у бурого риса несколько такой своеобразный запах. Да. Ну ничего. Все, рис готов. Рис, можно сказать, готов. Рис готов. Так, ну мы сейчас подготовим нашего сомика, а потом приступим к женитьбе нашего риса. Он еще до конца не женатый. Его мыл, да, это? Да, он помытый полностью. Так что соль с него уже вся, считай, что ушла. Вся ушла. Мы будем солить только снутри.
только смотри. Да? Да. Небольшие надрезы сделаем. И, Я бы в надрезы тоже по щепотке соли. и туда немножко соли, чтобы он просолился нормально. Потому что, как этого историка-то звали арабского, вернее, путешественника? Абу Хамид аль-Гарнати. Он же был не кулинар. Нет, он Нет, просто он описывает, просто, да, что ему ел, подали. да, что что ел. ему подали. А Поэтому мы в некотором роде кулинары, поэтому мы должны домыслить за ним и восстановить этот рецепт. Я вот о чем хотел сказать. Сейчас, когда я работаю над книгой о татарской кухне, можно было бы сделать, ну, как фотопортрет, документ, что в 2023, что в 2024 году ест татарский народ. А потом историкам легче будет. Через 200 лет, через 500 лет они эту Совершенно книгу найдут и будут читать, скажут, а вот что они тогда ели. Но кто нам мешает взять блюда, которые уже вышли из употребления? Ведь уже многое перестали кушать. Раньше ели, а сейчас перестали кушать. Картошка что-то там заменила, да? да, картошка заменила очень много. Большинство круп заменила. Репу почти что не едят люди. А раньше ели репу. Полбу не едят. Она Почти очень, не едят, да. Она очень полезна, чем пшеница, обычная пшеница. Теперь я бы хотел вернуться к тому периоду. Вот мне сказали другие люди, что где-то начиная с 17 века такие были исторические события. Не будем уже сейчас осуждать эти события там, их детализировать. Но такое было, что татары жили довольно далеко от рек. Было такое? Это было такое. Это было. И поэтому перестали кушать рыбу. И рыбные блюда практически полностью вышли из употребления татарского народа. Когда Казанское ханство было захвачено, скажем так, московское правительство, московские власти отселяют местное население, причем неважно, кто это был, русские или болгары, татары, либо это были чуваши, там, они отселяются от больших рек. От больших рек и водоемов. Зачем? Подорвать экономическую мощь. Вот поэтому они перестали кушать рыбу. Но как только татары стали опять переселяться к рекам, к озерам, все вспомнилось. Это генетическая память, она же никуда не девается. Да и кроме того, что память. Ну, может быть, тогда готовили вот одни блюда, с рисом фаршировали, да? И для этого явно печь нужна. Либо придумывались какие-то, может быть, новые блюда. И в конце концов, заимствование блюд у других соседних народов ничего стыдного нету. Вся мировая кулинария так развивается. Знаете, вот когда говоришь плов, да, плов, и все говорят узбекский плов, а татары говорят казанский плов. Плов заимствовали, переделали немножко под себя рецепт, и появился казанский плов. Отлично описан в книге Ахмедзянова «Татарская национальная кухня». Да. Вот уходят люди, великие люди, такие как Ахмедзянов. Не успел поговорить я с ним. Не успел поговорить. По сути дела, ведь сегодня я продолжаю его работу. Да. И вот многие сейчас рецепты, вот Ахмедзянов же не только, он, конечно, был только кулинар, он не историк, но он описывал не только рецепт, но и подачу блюда. А если знал историю блюда. То есть фактически оконченная была книга рецептов. Не просто рецепт какой-то непонятный, а вдруг это не татарский или как-то не связанный. Таких блюд много. И те блюда, которым больше 1000 лет, и мы продолжаем кушать. А приедешь в супермаркет, смотришь, продается якобы это блюдо, и ты понимаешь, что это не то, совсем не то. А и продукты, которые продаются теперь в супермаркетах, посмотришь на эти продукты, какое имеют они отношение к татарской кухне, какое отношение они имеют к узбекской кухне, например, если говорить про Узбекистан. Исходные продукты, из чего состоит кухня? Одним из самых любимых приправ у татар – это перец. Так. Я это сейчас, сфотографирую. наверное, Тоже подай поближе, давай. Я, наверное, какой-то крамол, да, сейчас сказал, возможно. Про перец? Да. Ну, я думаю, что не все татары. А можно вот так вот раскрыть его, чтобы было видно, что Вот. там вот сколько перца он-то щедро наложил.
Добрый татарин, Ренат, вот это подержи. Ренат добрый. Злым, говорит, человека делает сахар, а добрым перец. Ты не можешь злиться на человека, пока у тебя огонь во рту, и ты бегаешь и ищешь воду. Буквально так вот, немножко. И татары любят перец, но не так, как, например, в Зелень Средней вот Азии. эта вот зелень зачем? А мы вот нашего сама поженили с приправами. Солью, перцем, да. Солью, перцем. Вот. А сейчас мы будем... Нарезать зелень? Да, Нарезать зелень? да. Не сильно мелко, не сильно крупно. Ну, понятное дело, раз с рисом будем мешать. Это будем мешать именно с рисом. Как я угадал, видишь? Опыт. Вот вашу книгу, первую книгу, я читал. И именно Чем она- кончилось? Чем кончилось? Я стал искать историю родной татарской кухни. Как готовилась, какие продукты использовались, какие... Это ведь... Дурной пример заразителен, да? Разве он дурной? Ну, вообще, так говорят. Если бы дурной был бы, мы бы каким-то дурным делом бы занимались бы сейчас. А сейчас занимаемся самым благородным делом. Готовить еду для людей, учить людей хорошему, я считаю, что это очень, очень хорошее дело. Очень правильное такое дело. Ренат, ну вот так примерно задумывалась, да? Да. Я не думаю, что нечего. Ее должно быть видно. Зелень. Ну, конечно, это же не салат какой-то. Че, давай, Вот мы сейчас сюда. секунду. Сначала все снимаем. У Ага. нас дело такое наше. Так, уже ссыпай. И потом размешаем ложкой. И все пошло вот в таком процессе. Ай, как рис дошел, а? А запах. Вот жаль, камера не передает запах. Передает. Да? Наши камеры передают запах, вкус, настроение. И вот мы начинаем вот так закладывать. И хай в голову тоже. Обязательно голова это же самая вкусная. Риса много не бывает. Бедный человек кушает плов, а богатый человек только плов. Тебе я могу сказать, плов такой получился, забавный. Килограмм риса, 5 килограмм самятины. Ну, татары же мясо любят. И не важно, какое, Давай, это, с этой стороны. рыба ли это. Так, вот отсюда сейчас будем пока заправлять. Ренат, я не знаю, финны там или кто там, в общем, есть такие народы, они готовят рыбу, они ее готовят на доске. Знаешь, прямо вот к доске. Пришпилил рыбу и это самое, у костра держит ее. Вот. Я думаю, вот на что поставишь этого сама? Прямо А давайте на попробуем пот, тоже на доске. на доске. Ну вот Но доска он может же- загореться, я ее по краям, эту доску. Я вот что сейчас. Я парень продуманный, я вот что придумал. Смотри. Так вот. Вот так вот. И доска не загорится. Она же загорается откуда? С краю загорается, правильно? Доска. Совершенно верно. А у нас не загорится. А чтобы обезопасить ее и извне, то есть снизу, мы поставим вот такой. На сковородочку ее поставить? На сковородку поставим. Да не, она снизу не загорится никак. Как она загорится снизу? Там снизу кирпич и все, там же угля нет. А вот сюда я не буду класть фольгу, потому что белок будет выделяться из шкуры и прилипнет к фольге, а к доске не прилипнет. Так. Опа. Вот какой он наш получился. Добряк. Но вот брюхо, я бы ему чуть-чуть прикрыл. Именно фольгой. Во-первых, здесь тонкое очень мясо, во-вторых, здесь рис. Давай рис внутрь здесь. Вот он пусть с боков собирает тепло. Бока у него жирные, хорошие. Все, Ренат? Все, запускаем. Бисмилля. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аузубиллахи минаш шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Так. Опа. Еще чуть-чуть. 10 сантиметров. Чтобы равновесие было, симметрия была. И поехала.
Да, вот так вот сейчас. Сейчас Снизу подтолкни его, снизу. подтолкнем. Снизу. Все, всё, можно ждем. закрывать. Можем закрывать. Талик, а если я предложу приготовить, пока готовится наш сом, приготовить болгарский чай. Это что за чай? Это чай, его называли степной, его называли татарский, соленый чай. Но когда болгары пришли сюда, попали в другие климатические условия, другие продукты появились, соленый чай стал вкусным чаем. Давай это запишем в качестве отдельного сюжета, дорогие друзья. Значит, следующий выпуск в нашей программе вы увидите, как готовится булгарский чай. И я вот ел какой-то удивительный продукт. Я так и не понял, это было масло или мед. Что это было? О, это самое статусное, это самое вкусное блюдо татарской кухни. Это самое полезное блюдо. называется? Он так и называется. Балмай. Бол, мед, Бал, май, мед, масло. масло. Что, готовить тоже умеешь? А как же? Приходите в следующий раз. Через несколько минут, сразу после рекламы, вы увидите, каким получился сом вот у этого красавца Рената. Книга «Таджин», «Кускус» и другие марокканские удовольствия. Знаете, чтобы собрать рецепты для этой книги, я неоднократно летал в Марокко. Летал вместе со своим помощником Абдулой. И мы собрали в этой книге самые удивительные марокканские рецепты. Знаете, что такое марокканская кухня? Ну, во-первых, блюда для этой кухни готовят традиционно в таджинах. Но мы расскажем, чем заменить таджин. Во-вторых, в этой кухне используется много специй. Но на наше счастье все эти специи продаются на наших рынках. И даже в обычном супермаркете можно пойти и купить все вот эти специи, которые здесь на картинке. Ну а продукты самые обыкновенные. Мы тоже готовим еду вот из лука, из помидоров, из болгарского перца. Мы готовим эту еду, нашу еду из баклажан, кабачков, сельдерей, тыква, морковка, перец, цветная капуста. Скажите, пожалуйста, что-то есть здесь незнакомое? Ну, на самом деле, что-то незнакомое есть, например, соленые лимоны. В Марокко можно в любой лавочке купить, а я вам расскажу, как можно эту восхитительную закуску сделать прямо дома. Какое масло используется, какие необычные специи используются, все очень подробно. Посмотрите на фотографии. Это Абдулла, мой помощник и друг, а это Камаль Рахаль, сын шеф-повара короля Марокко. И мы готовили вместе с поварами, которые готовят для королевских праздников, для королевских свадеб, для королевских юбилеев. Но при этом пошли на улицу и посмотрели, как готовят в таджинах на улице. Вот просто на автобусной остановке. Это ведь тоже очень интересно. Я расскажу вам о марокканских базарах, я расскажу вам о ресторанах, что стоит заказывать в Марокко, а что нет. Мало ли чего, может кто-то соберется поехать в Марокко. Но в целом эта кухня, по моему мнению, является как бы продолжением узбекской либо азербайджанской кухни. Понимаете? Вот вроде бы все то же самое, только вкус немножко другой. Вкус новый, блюда новые. Вот, кстати говоря, та кухня, где готовится еда на королевские праздники. Видите, какая огромная кухня, огромные казаны. Заказать эту и другие мои книги можно в интернет-магазине stalik.ru. Эту книгу можно получить еще и бесплатно, если вы купите 2 другие книги. Подробно об этом рассказано на моем сайте. Там постоянно происходят какие-то акции, скидки. Так что обращайтесь на сайт, вам помогут сделать правильный выбор. А при желании вы можете получить эту книгу еще и с моим автографом. Желаю вам успехов! Помочь тебе? Не надо. Горячо, осторожно, смотри, не обожгись. Ух. Ну а давай, открывай свое чудо-юдо. Вот она, рыба-кит. Так, ну, слушай, здесь чуть-чуть прихватило. Ничего страшного. Вот так вот. Вот так вот почистим все.
Ну, сама, это не первый раз. Я сама шашлык готовлю тоже иногда, да? У него шкура волдырем надувается, и получается этот волдырь и подгорает. Понимаешь? А там внизу все отлично. Но зато... Нет, давай сначала... Осторожно. Кричу. Тише, осторожно. Вот это... Подойдите, посмотрите, какая красота. Ох ты! Ох ты, ах ты! Так, мы сейчас Ничего эту себе! красоту немножечко отдельно сделаем. Красоту отдельно. Ну, кусок-то у нас большой, не Слушай, маленький. Я не знаю, как там это, как его зовут. Айдара? Рис получился. Да, вот хвост. Ох, этот хвост, да. Всем хвостам хвост будет. У меня дядя шофер был. Он любил рыбу копченую. И если ему дашь кусок хорошей копченой рыбы, он тебе 3 дня на машине катать будет. Так. Перевернем? Да, надо Сможешь? перевернуть. Надо его вот так немножко накрыть. Нет, вот так вот надо. Вот так вот. Да. Теперь вместе с тарелкой прямо переворачиваем. Бисмилlah. А, там. Вот он. Вот он. Вот он. Вот теперь это видно. Сочный и нежный. Убери эту. Возьми этот ломоть, он упадет все равно. Вот он. Ого. Вот. Давай еще ломтик отрежем вот этот ломтик, вот этот. Может быть, с этой стороны? И вот подойти. Знаешь что, дорогой мой друг Ренат, Да. ну сейчас это отрежешь, а пускай даже кости торчат. Для фото красивее будет, будет понятно, что это рыба. Клади этот ломтик сюда. Вот отрежь мне, пожалуйста, если тебе не трудно, у тебя уже руки в рыбе все. Вот так вот, вот такой вот кусок, а потом как-то рис оттуда добудем, и будет хорошо. Эх, матру-ля-ля. Вот она. Красавица. Это, Уже подгоревший. ну нет, это печь, это живой огонь. Что ты можешь здесь сделать? Риса бы мне оттуда бы достать. Возьми по-мусульмански рукой рис оттуда, возьми. Угу. Еще. Хватит. Весь рис мне положишь. Сам риса мало положил, еще не экономишь. Подними вот это блюдо. Подними это блюдо на руки. И давай вместе. Сначала по-татарски. Ашыгыз тамле болсын. Ашыгыз тамле болсын. А теперь по-русски. Сіздахатте болыңыз. Пусть приятного вам аппетита. И будьте Счастливы, приятного аппетита. Когда есть хорошая еда и счастье рядом. А в чем состоит счастье человеческое? Семья, Семья. дом, друзья, дети и хорошая еда. Да. Вот, посмотрите на 2 красавцев, счастливых людей. А если этим можно кормить людей? Это вдвойне счастье. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, близится Новый год. В новогоднюю ночь вы увидите концерт, который мы готовим для вас сейчас, в эти дни. Но небольшой фрагмент этого концерта можно будет услышать прямо сейчас. А еще лучше прийти на живой концерт моих друзей. Саша, вам слово. Квартет Страдиваленко отмечает 10 лет. По этому случаю на Мясницкой 7, в прекрасном особняке, в котором сейчас расположен новый театр, мы ждем вас на юбилейном концерте. И там прозвучит в том числе та композиция, которую сегодня мы записали вместе со Сталиком. 18:30, 26 октября. Мясницкая 7. Ну что, сыграем?